Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – жесткие переговоры. Если спросить любого человека, что такое переговоры, то большинство скажут, что знают, что такое переговоры. На самом деле не знают. Почему? Потому что думать, что знаешь, и знать – разные вещи. Что такое переговоры? Если каждая из сторон может сказать «нет», то это переговоры. Если хотя бы одна из сторон «нет» сказать не может, это можно назвать чем угодно, только не переговорами. Дело в том, что переговоры возможны только в том случае, если собеседник оценивает степень вашего влияния как сопоставимую. Если ваш статус слабнет, возникают две формы переговоров – манипулятивные и силовые. Обычно они и называются жесткими переговорами. Например, в силовых переговорах ваше желание договориться другой стороной всегда будет восприниматься как слабость. Принципиальная позиция переговоров – это желание договориться. Что же касается жестких переговоров, то как понять, что с вами произошла именно та ситуация, когда с вами начались жесткие переговоры? Какой для этого есть критерий? Есть точный критерий под названием реакция организма. Что в этот момент происходит? Диафрагма подлетает, дыхание замирает, и вы не знаете, на какой стимул реагировать. Если вы почувствовали, что произошло подвисание диафрагмы, это означает не что иное, как против вас начались жесткие переговоры. Другими словами, в вас начали встраивать что-то негативное. Критерий очень простой и точный. В чем заключается ключевой навык переговорщика? Это развитие в себе так называемого надсознания. Когда вы в коммуникации параллельно отвечаете себе на вопрос, что со мной сейчас происходит. Поэтому, чем в более профессиональном в области переговоров вы становитесь, тем в большей степени вы совершенствуетесь в осознании того, что сейчас с вами происходит. В переговорах мы часто получаем не то, что заслуживаем, а то, что можем получить. Получаем мы или не получаем что-то всегда в результате общения. Но иногда это общение вызывает определенные трудности. Интересно, что для разных типов людей трудности возникают с разными типами людей. То есть те проблемы, которые возникают с каким-то типом у одного человека, для другого совершенно не представляют никаких сложностей. Какие виды трудностей бывают? Для кого-то вызывает трудность жесткий оппонент, который давит, относится с неуважением к нам на личностном уровне. А для кого-то это не вызывает ни малейших проблем. Для кого-то, наоборот, вызывает человек мягкий, обходительный, который манипулирует дружескими отношениями, пытается разговор с нами вести на дружеском уровне, пытаясь воздействовать на нас таким образом, чтобы добиться каких-то уступок. Для кого-то вызывают трудности люди, которые ведут себя закрыто, молчат, ничего не говорят, что-то хотят от нас, но сами не делают ни одного шага вперед. Для кого-то вызывают трудности так называемые тугодумы, люди, которые долго думают, долго принимают решения, переспрашивают по много раз. Для кого-то вызывает сложность люди нерешительные, которые никак не могут на что-то решиться, всего боятся, которые сами не знают, чего хотят. На самом деле трудности находятся не в людях. Трудности кроются в нас самих. Зачастую человеку всегда легче обвинить кого-то другого в собственных сложностях. Так и трудности в переговорах, когда мы по каким-то причинам не можем функционально общаться с каким-то типом людей, а какой-то тип людей для нас не представляет ни малейших сложностей. Получается, что проблема находится в нас. Просто у нас есть какие-то ограничения, которые мешают нам взаимодействовать с тем или иным типом людей. Иногда трудности представляют два типа. Это люди, которые очень похожи на нас, и люди, которые очень не похожи на нас. Почему люди, которые похожи на нас, могут вызывать трудности? Так бывает, что человек больше всего ненавидит то, что есть в нем самом. Чтобы это понять, можно взять такой термин, как слепое пятно. Что такое слепое пятно? Это то, что мы не замечаем в себе сами. Для простоты понимания давайте рассмотрим такие понятия, как тень и персона. Что это такое? Персона – это те качества, которые мы за собой признаем. А тень – это качества, которые мы не признаем. То есть они у нас есть, но признавать мы их не хотим. Получается, что человеку сложно взаимодействовать с другим человеком в том случае, когда собеседник обладает ярко выраженной вашей тенью. Те теневые качества, которые вы за собой признавать не хотите, а у вашего партнера по переговорам они выражены достаточно ярко, то, как правило, такой переговорщик начинает негативно относиться к такому партнеру, потому что человек не любит то, что не любит в себе сам. Также существуют формы словесного воздействия на оппонента, которые призваны противодействовать его агрессии. Есть так называемая гарвардская методика переговоров, которая направлена на то, чтобы выиграть-выиграть. Но зачастую она не дает защиты от деструктивного поведения другой стороны, потому что именно деструктивное поведение больше всего сбивает с толку специалистов гарвардских переговоров. В чем заключается проблема? Вы как бы стремитесь работать и за себя, и за партнера, стремясь выстроить выигрышную ситуацию.
и сталкиваетесь с приемами так называемой черной риторики, с какими-то деструктивными высказываниями, с какой-то абстракцией или с атакой на вас лично. Часто получается так, что человек, владеющий только положительными инструментами, оказывается безоружен перед наглым хамом, болтуном или демагогом. Он старается с человеком выстроить конструктивный диалог, но с идиотом вести конструктивный диалог невозможно в принципе. Есть такие люди, которым победа в диалоге важнее, чем исход переговоров. Человек настолько стремится побеждать, что привык не ограничивать себя в такого рода неконструктивных выпадах личностного характера, которые сбивают с толку сторонников гарвардских переговоров. Важно также выделить отдельный жанр жестких переговоров, как черная риторика. Дело в том, что добро должно уметь себя защитить, дать отпор любому злу, либо отбить у зла охоту на вас нападать. Поэтому мы рассмотрим с вами способы, которые позволят вам защититься от такого рода штучек в виде деструктивных нападений на вас лично. Что следует считать нападением? Когда человек пытается усомниться в каких-то ваших качествах, причем делает это деструктивно, либо начинает забалтывать весь разговор. Что значит забалтывание? Например, вы что-то говорите, а вам отвечают: «Ну, знаете, это еще не факт». Когда вы приводите какие-то доводы, а вам отвечают: «Ну, это еще надо доказать». Когда вы продолжаете что-то излагать и слышите в ответ такие фразы: «Ну, это не имеет никакого отношения к делу. На самом деле все не так. Ваши методы бесполезны. Это все пустые слова». Когда ваша речь сопровождается такого рода комментариями или выражается в сомнении вашей компетенции, например, «С чего вы решили, что у вас это получится?», это нападение на вас лично, сомнение в вашей компетенции, причем высказанное деструктивно. Что касается сомнений, то есть целая масса отравляющих боевых веществ, но по сравнению с сомнениями это все ерунда. Сомнения – это жуткий яд, а сомневающийся эти токсины выделяет и распространяет. Дело в том, что убеждать сомневающегося – дело крайне неблагодарное. Потому что какие бы вы доводы ни привели, психический паразит всегда скажет: «Ты меня не убедил». Более того, сомневающийся подрывает вашу веру в себя. На Востоке сомнения вообще приравниваются к предательству. И рекомендуется не иметь дел с человеком, который в тебе сомневается. Давайте рассмотрим пример демагогии, когда человек вроде бы говорит правильные вещи, но не имеющие никакого отношения к делу. Например, вы что-то излагаете, а вам отвечают: «Ну, мы, конечно, понимаем, что никакой гарантии вы нам дать не можете, потому что все, что вы говорите, это пустые слова. Мы, конечно, относимся к этому достаточно спокойно, но и вы должны понимать, что никакой гарантии вы нам дать не можете, потому что это все пустое». Это вроде бы не критическое высказывание, но все равно позиция сверху. То есть человек сам спросил, вроде бы сам ответил, и вроде как сделал свое утверждение какой-то правдой. По факту это тоже нападение. Зачастую переговорщики, владеющие только конструктивными методами, оказываются в растерянности перед демагогом. То есть человек вроде бы не подтвердил ни одного своего слова. На самом деле он их и не собирался подтверждать. Он что-то сказал и вроде бы произвел определенное впечатление. В этом случае нельзя играть в смиренную зайку. Важно не пропускать это мимо ушей. Когда вы сталкиваетесь с деструктивными высказываниями или атакой на вас лично, на эту ситуацию важно реагировать всегда, потому что на добро надо отвечать добром, а на зло – справедливостью. Как управлять стилем своих высказываний? Дело в том, чтобы управлять своими высказываниями, надо разделять общение, разделять стили и понимать, чем один стиль отличается от другого. Первый стиль общения – это персонифицированное общение. Что это такое? Это обращение от первого лица «я». Например, «я знаю», «я уверен», «я считаю», «я убежден» и так далее. Что нам дают персонифицированные обращения? Они показывают вашему партнеру ваши эмоции, показывают вашу уверенность и способствуют формированию правильного межличностного настроения. Дело в том, что когда вы персонифицируете свое высказывание от первого лица, вы произносите слово «я», то есть вы заявляете адресность от себя. Негативная сторона высказывания от первого лица – это чрезмерная самоуверенность, то есть появляется риск показаться чрезмерно уверенным. Поэтому слово «я» надо использовать аккуратно. Но в критических моментах свое обращение всегда можно персонифицировать и сказать «я в этом уверен», потому что персонифицированное обращение дает нам такую возможность. Какие еще могут быть обращения? Тоже от первого лица, но с позиции «мы». «Мы» – это тоже персонифицированное обращение. Например, «мы с вами заинтересованные», «нам важно понимать»,
Мы хотели решить такие-то задачи и так далее. Иногда слово «мы» позволяет маскировать персональное мнение. Если слово «я» его персонифицирует, то слово «мы» снижает. Например, вместо того, что «я уверен», можно произнести «наверное, мы оба понимаем, что это может привести к результату». Также слово «мы» иногда снижает конфронтацию. Например, нам важно понимать, мы в одной лодке, давайте вместе изучим факты. Такой подход конфронтацию снижает. Персонифицированные обращения могут быть и от второго лица. Как это делается? Фразу можно строить от второго местоимения, от слова «ты» или «вы». В переговорах на это обращать свое внимание крайне важно. Почему? Потому что обращение на «ты» или на «вы» должно быть обоюдным. Почему это так важно? Потому что если собеседник будет обращаться к вам на «ты», но будет ожидать от вас, что вы будете обращаться к нему на «вы», то фактически он себя ставит в положение родителя, а вас в положение ребенка, то есть делает себя важнее. Проблема заключается в том, что с ребенком никто никогда соглашений не заключает. От ребенка можно получить информацию, или его иногда используют, но с ребенком никто никогда равноправных соглашений не заключает. Поэтому, если вы будете позволять с собой делать все, что угодно, например, обращаться к вам на «ты» в одностороннем порядке, то, скорее всего, сделку вы не заключите. Итак, что нам позволяет достичь персонифицированное обращение от второго лица? Оно усиливает напряженность. Бывает полезно сменить обращение от слова «я» обращением ко второму лицу. Например, «Я уверен, что этот проект закончится успешно. А чем вы аргументируете ваши сомнения?» Дело в том, что вы никому не обязаны доказывать собственную невинность. Вы аргументируете что-то, приводите какие-то доводы, а вот сомневающийся должен свои сомнения обосновать. Часто в переговорах встречается такой манипулятивный прием, когда партнер по переговорам говорит: не знаю, у нас возникли большие сомнения, попробуйте-ка нас убедить». Часто многие переговорщики от такой атаки просто теряются. На самом деле сложно кого-то убеждать в чем-то, если не понимаешь, в чем заключается причина сомнений. В этом случае, если человек просит вас что-то объяснять, но при этом никак не аргументирует свои слова, тут можно использовать технику активного слушания. Можно ему сказать: если я правильно вас понимаю, то у вас возникли какие-то сомнения по поводу аспектов нашего предложения. Не будете ли вы столь любезны сказать, какие именно аспекты моего предложения вызвали у вас сомнения? Также важно быть готовым к тому, когда вы что-то говорите, а оппонент вас прерывает, фактически затыкает вам кляпом рот, то вы имеете полное право его тоже прерывать. Потому что если вас прерывают, то и вам надо уметь прерывать. Дело в том, что если вас будут прерывать, а вы будете все время вежливы и все время будете ждать, когда оппонент замолчит, вам просто не дадут говорить. Для этого ему надо будет вас перебивать и продолжать болтать самому. Дело в том, что не все окружающие могут оценить вашу этику и умение вести себя корректно. Наоборот, часто правым выглядит тот, кто агрессивен, потому что агрессивность выглядит как уверенность, а вежливость, к сожалению, как неуверенность. Поэтому надо быть готовым прервать и ударить еще жестче. Можно сказать: скажите, пожалуйста, почему вы не отвечаете на мои вопросы и отделываетесь пустой болтовней? Есть такой прием черной риторики, как оценочное высказывание. Крайне важно быть неэмоциональным, важно быть холодным, как лед. Почему это так важно? Дело в том, что когда с вами оппонент ведет жесткие переговоры, он может обращаться к вашим эмоциям. Он может сказать: а что это вы так заволновались? В этом месте мы можем сказать: скажите, пожалуйста, почему вы уходите от темы? Я вам задал вопрос, вы его игнорируете, да еще и позволяете себе говорить о моем эмоциональном состоянии. Не странно ли? Почему нельзя быть эмоциональным? В этом случае вы становитесь жертвой. То есть нападение агрессора оправдано, и вы показываете тем самым свою уязвимость. Чем еще полезны персонифицированные обращения? Они призывают вашего собеседника к ответственности. Существуют также обращения без местоимений. Чем полезны такие обращения? При помощи таких обращений можно подать сигнал о растущей конфронтации. Например, ваш собеседник сказал что-то деструктивное, и вы можете ответить: складывается впечатление, что нить нашего разговора потеряна, или что следует уточнить цель наших переговоров. Как отразить агрессию собеседника? Первый способ – это реакция на предметном уровне. Если вас атаковали, и вы принимаете решение ответить, то из каких шагов состоит этот метод? Первый шаг – оценить высказывание собеседника с точки зрения темы переговоров. При необходимости используя оценочные термины. Как это делается? Вы можете сказать:
Ваш вопрос уводит нас в сторону. Вы говорите не по существу. Ваше высказывание беспредметно. Шаг второй. Напомнить основную тему переговоров. Звучит это так. Хочу напомнить, что тема наших переговоров заключается в том-то и том-то. Шаг третий – углубление. Как это звучит? И как раз по существу вопроса я хотел бы предложить следующее. Если оппонент будет пытаться заткнуть вам рот, вы можете его прервать и сказать: «Пожалуйста, не перебивайте меня, вы мешаете всем присутствующим». Второй способ – реакция на эмоциональном уровне. Есть три формы – мягкая, средняя и острая. Как делается мягкая форма? Например, ваш оппонент сделал по отношению к вам что-то нехорошее. Вы поворачиваетесь к нему и говорите: «Ну и как это следует понимать?» Средняя форма – это вопрос плюс предложение. Например, ваш собеседник совершил в коммуникации какое-то правонарушение. Вы поворачиваетесь к нему и говорите: «Ну и что это значит? Может быть, следует нам вернуться к теме обсуждения вопроса?» И острая форма – это вопрос плюс предложение плюс комментарий. Например, ваш оппонент начинает вести себя деструктивно. Вы поворачиваетесь к нему и говорите: «Ну и что это значит? Может быть, нам следует вернуться к теме обсуждения вопроса? Коллега, я бы на вашем месте постыдился». Третий способ – это комплексная реакция. Что она из себя представляет? Комплексная реакция представляет из себя сдвоенную реакцию на уровне предметном и эмоциональном. Например, ваш оппонент совершил удар, осуществив деструктивную нападку на вашу личность. В этом случае не так страшно пропустить удар, как оставить его без ответа. Поэтому комплексная реакция выполняется в 4 шага. Первый способ – оценить высказывание собеседника. Можно сказать: «Уважаемый, по-моему, мы совершенно отклоняемся от темы разговора». Шаг второй – оценить высказывание собеседника с точки зрения достижения цели переговоров. Можно сказать: «Таким образом, мы никогда не решим этот вопрос». Шаг третий – внести предложение о целесообразных формах диалога. Например, можно сказать: «Мне кажется, будет лучше придерживаться конструктивной формы диалога и продолжать разговор по существу». Шаг четвертый – продолжить вопрос по существу. Например, можно сказать: «Итак, если мы вернемся к теме обсуждения нашей задачи, то со своей стороны я предлагаю следующее. Применять методы черной риторики в борьбе со злом или не применять – это всегда личный выбор индейца. Этот метод достаточно мощный. Как инструмент изучите его и научитесь его при необходимости применять. И не спешите его использовать, пока не увидите, что без него не обойтись. Это всего лишь иллюзия, что переговоры можно выиграть лишь в белых перчатках. Поэтому важно понять сначала суть метода по утилизации любителей черной риторики. Иными словами, дело не в словах. Если вы поймете суть технологии, то вы легко оснастите свою речь любыми словами, которые подойдут в конкретной ситуации. На что еще важно обращать свое внимание в переговорах? Часто своим поведением мы провоцируем собеседника начать вести себя с нами жестко. Часто жесткие переговоры – это следствие того, что два человека имеют о каком-то событии разные точки зрения. И оба сильно парятся из-за того, что видят совершенно разное. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что каждый считает, что его собеседник не прав. Более того, специально ведет себя так вызывающе, чтобы его разозлить. Почему так происходит? Потому что оба неправильно видят реальность. Их представление об этой реальности искажено собственным представлением об этой реальности. В чем заключается опасность? На самом деле люди портят отношения с окружающими по причине банального непонимания. Что нужно сделать для того, чтобы понимание повысить? Есть так называемые правила беседы. Часто в разговоре с окружающими реакция людей на наши слова не совпадает с нашими ожиданиями, то есть наши прогнозы не точны. Часто в разговоре мы не успеваем анализировать, насколько сказанные нами слова воспринимаются собеседником правильно. То есть, насколько собеседник понимает то, для чего мы хотели ему что-то сказать. Для чего мы можем что-то начинать говорить? Мы можем говорить для того, чтобы задать вопрос, что-то утверждать, что-то предлагать или говорим что-то для дискуссии. Поэтому, перед тем, как начать что-то говорить, мы для себя определяем, по какому из этих параметров мы сейчас движемся. Поэтому, если собеседник сказал какую-то фразу, и вы не уверены на 100%, для чего эта фраза была сказана, вы всегда можете уточнить. Это был вопрос, это было убеждение, это было предложение, или это было сказано для дискуссии. В этом случае в беседе появляется больше ясности, больше прозрачности. Разговор начинает выходить на более качественный уровень, без каких-либо предположений и искажений. Такой подход помогает снизить риски скатывания из конструктивного диалога в трэш. А также, используя эти принципы, можно повысить качество общения с партнерами, с коллегами, с друзьями, с супругами и так далее. Также ключевой навык коммуникации – это принимать точные решения в моменте.
потому что житейская мудрость гласит, что правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой. Но что делать, когда момент был упущен, когда напряженность уже возникла? А на самом деле искусство сохранять отношения с человеком в условиях, когда ваш вопрос остр, сложен и эмоционально напряжен, заключается в том, чтобы суметь обсуждать проблему открыто. Что означает, когда собеседник реагирует на ситуацию не так, как ожидаете вы? Это означает, что ваша картина мира неадекватна. Как сделать картину мира адекватной? Очень просто. Для этого надо начать договариваться. Каким образом? Каждому надо озвучить то, как видит ситуацию он. Но в чем заключается секрет? Секрет заключается в том, что сделать это надо искренне. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Помните, что черная риторика – это не тот арсенал, который следует применять направо и налево. Но это именно тот инструмент, который следует применять без малейших колебаний, если вы видите, что без него не обойтись. А также не следует принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!